Привет, я Ира, и добро пожаловать в логово интроверта. Сегодня хочу рассказать о книге Джеймса Доти «Компас сердца». Эта книга была написана в 2016-м и очень быстро стала бестселлером. Она переведена уже более чем на 30 языков. Так о чем же она? На первой странице нас встречает история о том, с каким звуком с человеческого черепа снимают скальп. И почему об этом в медицинском не рассказывает, думает автор. Мы попадаем в операционную. На столе маленький мальчик. И сейчас его жизнь полностью зависит от Джеймса. Ну а дальше автор, он же наш главный герой, начинает вспоминать свое детство. Маленький город Ланкастер. Отца, который постоянно пьет, депрессии мамы. В 12 мальчик не видит больше ничего, кроме драк, скандалов, выяснений отношений. И боится он, как бы их не выселили в конце месяца. В один из жарких июльских дней он гулял по своему родному городу, и его привлек магазин. На вывеске было написано «Лавка чудес». За большой деревянной дверью его встретила Рут. Женщина, которая навсегда изменила его отношение к жизни. Он описывает эту встречу вот так. Пожилая женщина с волнистыми каштановыми волосами читала книгу в мягком переплете. Ее очки съехали на самый кончик носа. Не отрывая глаз от книги, она улыбнулась. А затем сняла очки, подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. Так, как ни один взрослый до того не смотрел. «Меня зовут Рут», — сказала она. «А тебя?» Улыбка у нее была такая широкая, а взгляд такой теплый, что я не удержался и улыбнулся в ответ, совершенно позабыв о кривом зубе. «Джим», — ответил я. Они могли разговаривать часами. Маленький Джеймс не замечал, как летит время. Рут его искренне слушала, и, как тогда ему казалось, учила настоящей магии. Она была первой, кто спросил у мальчика: «А чего ж ты хочешь? Хочешь для себя?» И это оказалось не так уж просто ответить на этот вопрос. Но за оставшиеся 6 недель лета они все-таки смогли найти ответ. Рут своей искренностью, добротой и невероятной верой в Джеймса заставила его поверить в свои силы. Он стал нейрохирургом, и не устает повторять, что если бы не та встреча с Рут в далеком детстве, то, наверное, он бы этого не добился. Эта книга, она не о медицине в привычном понимании. Скорее, о самопознании, саморазвитии. Первая часть – это те приемы, которым учила Рут Джима в «Лавке чудес». А вторая – это путь автора к поставленной цели – стать врачом. После этой книги остались очень теплые чувства. Возможно, в маленьком Джиме где-то я увидела себя, который не всегда знает, чего хочет, куда идет, зачем. Чуть больше года назад у меня случился подобный разговор. Один очень близкий мне человек спросил: «А что ж ты хочешь? От жизни, от профессии?» Вы знаете, я задумалась. Но вернемся к книге. Книга Джеймса Доти показывает нам, что все возможно. Все происходит всегда вовремя. Если ты чего-то искренне хочешь и прилагаешь усилия, чтобы этого достичь, то рано или поздно даже то, что быть не может, все равно может случиться. Главное — хотеть этого всем сердцем. С вами была я, Ира. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. И до новых встреч в логове интроверта.